Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Я рассказывала в одном из видео про свои хотелки про этот аромат. Я очень хотела его именно на Новый год. И это от Синонимов аромат называется Roger 01. Я его выбрала не вслепую, естественно, да, раз это моя хотелка. Ну и все ароматы, которые здесь я выбрала не вслепую. У меня были вот такие 3 набора с сэмплами. Я все протестировала, и это такой осознанный выбор. Вот, поэтому давайте распакуем. Очень красивая упаковка, конечно. Очень. Я заранее вот здесь разрезала, чтобы тут не терять времени. Но она прям хорошо упакована, да, без слюды, но очень красиво. И есть вот такая ленточка, красиво, очень красиво завязанная. То есть повторить это самостоятельно не получится. Вот как упаковывают, да, при производстве, все так и остается. Так, здесь, как обычно, видите сам аромат и небольшой такой сэмпл другого аромата. Так, честно говоря, если я на себя сейчас этот аромат нанесу, наверное, я больше ничего не почувствую. Поэтому я сделаю вот так. Сейчас прохладнее с прошлого раза, да, как я его пробовала. Сейчас уже прохладнее. Сейчас у нас прям дома холодно. Появилась в аромате медовость. Здесь дерево, здесь цветы. Дерево тут сандал, потому что слегка есть такая слоноватость. И амбра, пряности, медовость, то есть аромат прямо тягучий, он густой. Он совмещает в себе такие вещи, как классика, коко от Шанель, да, именно отсылка вот к этой цветочности, древесности. И в то же время аромат нишевый, он сделан современно. То есть Шанель это классика, да, особенно коко, а тут по-другому. Вот и я могу лично носить Шанель коко только летом, когда аромат на мне открывается. А здесь, видимо, по-другому уже все сконструировано. Аромат, да, на моей холодной коже открывается прекрасно зимой. Вообще у него настроение именно зимнее, согревающее, но в то же время торжественное и праздничное. Поэтому я собираюсь этот аромат надеть в новогоднюю ночь. И думаю, что вот в эти рождественские каникулы, на сам Новый год, сейчас на прогулки, на встречи, может, на какие-то мероприятия, но не деловые. Аромат, который на каждый день, нанесу его опять сюда, он фруктовый. В верхних нотах я чувствую грейпфрут с горчинкой. Этот аромат жизнерадостный. Он даже, возможно, коктейль. Коктейль из фруктов, такой смузи и с долькой грейпфрута. С одной стороны, это освежает, а с другой стороны, есть вот такая тепловатая, сладкая база с фруктами и с чем-то абсолютно неопознаваемым, с чем-то молекулярным. То есть вообще аромат абстрактный. То есть сказать, вот что я конкретно тут чувствую там из фруктов яблоко, грушу или манго, или еще нет. Такого вот нельзя сказать. Или арбуз. Арбуз-то ягода, друзья. Ну, вы поняли. Такого нельзя сказать. И его, кстати, я могу на себя нанести. Как будто в аромате даже есть немножечко какой-то зелень. Как-то по-другому открывается в холоде. Именно нишевое звучание, а не просто какой-то фруктово-цветочный парфюм. Он интересный. Он чем-то напоминает лично мне одновременно от Зарка парфюм и пурпурную молекулу, и розовую молекулу,
у меня есть розовое, и я сносила сэмпл пурпурный, то есть я знаю оба аромата, и вот в этом есть и то, и другое, и при этом есть громкий грейпфрут. Для меня розовая молекула, она немножечко такая шампунистая, поэтому я ее полюбила не сразу. Какое-то время мне казалось, что это какой-то шампунь такой, что там такого все находят. А потом прям полюбила, такое бывает. Но я разбила флакон, и вот просто уже не могла ее повторить. Вот рука не поднималась то же самое заказать. А здесь нет. Здесь вот я этого шампуня не чувствую. Здесь прям такие сбитые фрукты, и все это сверху приправлено грейпфрутом, таким очевидным. Какая-то есть зеленца, и вот что-то молекулярное есть, что аромат делает необычным, нишевым. Вентин 02. Открываем. Вообще, я изначально хотела Роджер, но потом я подумала, что если уж заказывать, если уж мне повезут, то надо сразу все, что я хочу. На самом деле мне очень многие ароматы понравились, и я прям выбирала. Так, я даже, честно говоря, не помню, какой я в итоге, там у меня было 2 варианта. Я прям очень долго думала, то в сторону одного, то в сторону другого, и в итоге, представляете, я сейчас не могу вспомнить. Но я молодец, я выбрала именно то, что надо, особенно на вот такую погоду. Кстати, в чем большой плюс всех синонимов? Они в принципе, да, как правило, деликатные, да. Роджер 01, 01 ты, да, 01, нет, он такой яркий, а в основном ароматы деликатные. Здесь роза. Причем роза очень-очень мне напоминает розу из аромата от Hermetica Rose Fire. Она там, знаете, такая не розовая, она больше про розовое варенье или про варенье из клубники. Именно вот для меня это именно пенка такая от варенья. И вот здесь именно такая роза. То есть она не какая-то явная, болгарская, со стебельком, с лепестком, с росой. Нет, здесь уже совсем по-другому. Именно вот я бы сказала, что здесь тоже варенье, но тут очевидно из роз. Нанесу тоже на себя. Уже вот сейчас на коже Альман 01, да, он стал такой более нежный. Я думаю, что я буду в этом аромате ходить на учебу, ну и в этом тоже. Так. Да, тут однозначно чувствуется роза. Прям нет никаких других прочтений. И вот что еще мне напоминает. Я так вам передаю розы, да, чтобы было понятно, какая роза. Их же много. Здесь еще сейчас чем-то мне напомнило. Я очень хотела аромат от Attar Collection Persian Gold. У меня были слепые затесты с Ульяшкой в Португалии. И это был мой же сэмпл, который она мне дала потестить. Я не узнала аромат. Но я его почувствовала, и когда описывала, я поняла, насколько мне он прямо очень-очень сильно нужен. Это роза в разных косметических продуктах. Там и крем для тела с розой, возможно, и крем для лица с розой, и пена для ванны, и такой дорогой гель для душа. На коже она становится нежнее, да, вот в отличие от Rose Fire, например, она на коже становится нежнее, и она приобретает какой-то уже косметический аспект. Тут появляется древесность. Возможно, тут есть такой мускус, тип мускуса, который вот дает косметический аспект, да, они же есть разные, и вот этот вот именно дает аспект, возможно,
какого-то крема или пудры, или вот чего-то косметического, освежающего. Я бы вообще могла, кстати, эти два аромата смешивать. Вот этот Альман 01 и Квентин 02 вообще можно смешивать. Знаете, не часто бывает такое желание смешать ароматы, но когда синонимы у меня оказываются в руках, мне хочется их между собой смешивать. Потому что рождаются какие-то новые комбинации и прям новые ароматы. Вот сейчас Альман 01, в нем появилась вот эта кремовость, вот эта сладковатая роза. И все это вместе, а еще грейпфрут, и все это вместе очень круто звучит. Да. Да, если в какой-то момент, да, тебе вдруг будет слишком сладко с этой розой Квентин 02, то можно добавить немножечко грейпфрута, немножечко вот этой фруктовости, молекулы. В самом начале он еще мне напомнил Persian Gold, напомнил Эрметику Rose Fire именно розой, да, вот ее аспектами. И еще он напоминает Марли, Делину, напоминает. Но Делину от Марли я категорически не могу носить. У меня в базе какое-то очень громкое дерево, или это какой-то такой мускус, или что-то там такое, что я не могу носить Марли и Делину. Мне очень там нравится начало, именно вот такой вот розой, да, которая встречается вот во всех перечисленных ароматах. Но база для меня вообще неносибельная. А тут нет ничего подобного. Он вот такой кремовый. Немножечко тут есть древесность. Да, немножечко она есть. Но вот прямо в меру. И этот аромат можно носить каждый день. Марли от Делина нет. Кажется, что я прям набрала себе вот кучу ароматов, хотя я за то, чтобы, да, за умеренность. Но на самом деле здесь по 30 миллилитров, и я их довольно быстро использую. Вот у меня здесь уже два синонима, видите, уже сколько. Видно тут? Нет, господи, фокусируйся, пожалуйста. Видите, сколько здесь уже нет? Это Луис, и это Франсис, и он даже еще больше. У меня, видите, как использован. В общем, много очень я их использую, поэтому не так уж это и значительно. В общем, вот такая у меня получилась распаковка. Я вся сижу в ароматах. Сейчас набрызгаюсь Квентином 02, смешаю его с Альман 01. Мне нравится смешивать синонимы. Я не знаю, может потому что это экстракты, они как-то хорошо перемешиваются друг с другом. Может, база одна у ароматов. Ну, не все, конечно, синонимы друг с другом смешиваются. Но вот если, допустим, фруктово-цветочные друг с другом вполне себе перемешиваются, с древесной какой-то базой даже хорошо дружат. Нравится мне. Вот, сейчас я их смешаю, буду благоухать. Все, друзья, спасибо вам, что вы были со мной, спасибо, что посмотрели это видео. Пишите свое мнение про синонимы, есть у вас, нет, нравится, не нравится. Все, друзья, спасибо вам, что были со мной. Я всех целую, обнимаю, всем хорошего настроения, всего самого доброго, всем пока-пока.